Итак, парни, всех приветствую на своем канале. В этом ролике я хотел бы показать, что мы покупаем всегда машины. Вот это я очередной автомобиль, который мы купили. Покупается машин много на самом деле, всегда. То есть я всегда их покупаю, потому что спрос очень большой. И если я в какой-то момент остановлюсь их покупать, то они просто-напросто закончатся, понимаете? То есть выбора не будет. Поэтому как бы в этом выпуске смотрите, как мы покупаем машину, диалог с продавцом. Машина почему заинтересовала меня, посмотрите, я расскажу. Вот все, сейчас будет ролик, парни. Всем приятного просмотра, не болейте, самое главное. А кому надоел американец, говорят, все очень плохо, запчастей нету, все ужасно, фрет не машина, еще что-то. Парни, мой телефон есть, гоните ко мне, заберу эти американцы. Все, друзья, всем пока, не болейте. Итак, я всех приветствую. Сегодня едем за машиной. Автомобиль Freightliner. Едем смотреть, скорее всего заберем. Со средней крышей Columbia. Смотрите, парни, что будет дальше. Посмотрим, что за состояние. Оценим его. И, я думаю, заберем. Да, с бокса нормально будет. Итак, всем добрый день. Я приветствую своих подписчиков и гостей канала. Делаю обзор Freightliner, вот за которой машиной мы ехали. Вот мы его приобрели, сделка заключилась. Все нормально. Сейчас на нем поедем домой. По расстоянию километров, наверное, 300 до места. Смотрите, Columbia 3-го года, средняя крыша. Почему заинтересовала эта машина меня? Она заинтересовала меня именно конкретно, вот, что средняя крыша. Люди просто у меня просят машины со средней крышей. А у меня их штуки 4-5 по наличию, поэтому как бы для ассортимента эти машины там крыши востребованы, потому что зерновозы, там бочки, много там, в общем, под что эта работа подходит, это средняя крыша. Вот такой вот автомобиль, в принципе, здесь. Начнем с плюсов, потом с минусов. Сейчас, что я обнаружил, это вкратце расскажу. Из плюсов: кабина целенькая, понаружи, ну, вся в заводской краске, в принципе. Ну, морда покрасится. Так, это по внешнему виду. Рама целенькая. Мотор, как ни странно, сухой, сейчас покажу. Не знаю, жрет, не жрет масло. Ну, хозяин говорит, не особо жрет. Говорит, масло он. Какой расход? 28-30, да? Да, брат, да, на пустую, да, где-то так. А если ты будешь подгрузишь его, ну, 35 это потолок. 35 потолок. Это потолок. Даже вот. С тем учетом, что форсунка одна под брехи. Да, одна форсунка. Он никогда не жрал вообще. Я пару раз поехал, он замерил, смотрю 35. Потом, сколько я ездил, даже я потом все, бак не заглядывал. Смотрите, вот состояние резины вот такое. Вот она. Что я обнаружил, это из плюсов сейчас. Мотор, в принципе, сухой. Сейчас покажу, что он сухой, но сейчас покажу. Так. Давай, помогу. Сейчас мы продемонстрируем вам этот автомобиль. Так, смотрите. Вот он мотор. 14 Детройт стоит. Не знаю, у него по мотору 515, а по прошивке не знаю, сколько у него там. Ничего, по-моему, братан, не прошивали его. Ну, по-любому ЕГР глушен, вот большая турбина стоит, без ЕГРная. По-любому он шитый, он был ЕГРный. Да, ну, не сильно. Но лошадь у него по заводу 515. Вот по клапанной крышке, по крайней мере. Вот покажу. 515 у него HP. Странно, что мотор такой сухой на самом деле. Честно тебе говорю, год я на нем вот так вот ездил. И антифриз чистенький, кстати, вообще я смотрел. Ни разу в жизни не доливал. Вот год я его купил, год. Вот Да. честно. Даже Я вот, видел, даже я смотрел. посмотрю сам, реально. Не, я не доливал. Я смотрел. Мне самому интересно. Я реально его ни разу, я клянусь Богом, я не доливал его ни разу за год. Ни разу не доливал. Ну да, я вижу, что антифриз чистенький. Сейчас покажу по салону его. Салон чуть требует, конечно, внимания, но это Freightliner, что там говорить. По пластику это больные темы. Сиденье он правое снимал, отдал нам его. Он без сиденья ездил. Так. Это, знаете, это сестра, кстати, машины, которая вот под 50 тонн, что я делал в Ингушетию.
Это сестра этой машины, только крыша средняя. А так это один в один по комплектации своей. То есть это его сестра, ну, как средняя крыша. Вот так вот. Ручники вывели, видите, куда? Под руль. Рядом со сиденьем. Ну, панелька, конечно, требует внимания. Там мы сделаем. Скелет можно поменять. Рамку. Я бы только в ручнике обратно все это поставил бы. Наверное, поставлю. Коробка десятка. Вот так, сейчас покажу, как он работает. Я заметил на холостых у него одна форсунка. Ну, она потраивает. Сейчас я покажу. Продемонстрирую. Средние крыши, видите, они маленькие, они очень... Тут получается внутри 2,10, по-моему, от пола. То есть вполне хватает. Даже какой самый высокий человек не был, он здесь во весь рост станет. Вот на холостых, если не знаю, я вот слышу, что одна форсунка у него. Мотор, кстати, нормально работает на самом деле. Не знаю я, в общем. Смотрите. Давление в норме. Ну, все надо проверять, все смотреть. Вот так он работает. Сейчас пройдусь жестко по минусам таким вот, которые я обнаружил. Что мне не нравится. Но это все равно я буду все делать. Кстати, сильно поднимается, видите как. Смотрите, здесь из минусов такое, что это я обнаружил. Нету колодок спереди. С правой стороны здесь есть, а справа вообще все снято. А? Давай. Да, конечно, передок я всегда подключаю. Так, амортизаторы тоже потекшие. Ну, это фигня, это все равно буду я все новое ставить. То есть, там даже речь не идет. Такой из минусов, в принципе, такой вот. Ну, тормоза там такое. Вибрации, да, я шлицы пошатал, не болтают. Вообще нету никакой вибрации, только из-за этого правого Колеса. Вибрации вообще никакой нет. Ну так, что, парни, требует внимания ходовка. Что я могу сказать? По ходовым качествам так. А так, в принципе, обычный фредлайнер, да, с которых мы делаем машины. То есть обычный автомобиль. Главное, что у него, как сказать, кости нормальные, там рама, там двигатель, что головка целая, не газит. Чтобы, да, то есть вот это основное. Вот так вот, смотрите. Просто я говорю, спрос на средние крыши есть. Поэтому как бы чисто из-за крыши я его, конечно, взял. Даже смотрите, удивительно, как мотор сухой, кстати. По поддону, смотрите. Вообще интересно. Обычно, когда картерный газ, у него давится со всех щелей, там масло. Турбина большая стоит. У меня такая турбина стояла. Большая, без ЕГРная завода. На каштане такая турбина у меня стояла. Говорит, тянет как сумасшедший. Сейчас посмотрим, что могу сказать. Да, из минусов вот амортизаторы смотрю, там вот такие вот есть, знаете. Обычно, как у всех, все делаем. Сайлентблоки, вот такое вот. Глобального ничего нет. Вот бочка его, с которой он работал. Так что вот так. Уровень пола, я смотрел, не родной стоит. Какой-то вапковский. Не знаю, с чего он даже. Защиты, кстати, все стоят. Ну, по тормозам, где вот там, смотрю, камера вон она заглушена, видите? Тормозная. Так, говорю, внимание требует, да, по ходовому. А так, в принципе, он доволен этой машиной, говорит. Просто, говорит, что завязываю с этим бизнесом. Так что вот так вот он один, говорит, машины две. Не успевает. Да, помоется все, сделается, переберется, и будет хороший автомобиль. Даже колодки он почти новые, да? Ну все, парни. Давай бардачок открою, да. Нет, там вот рядом второй тросик. Ага, самодельный уже. Да, ну уже пахан делаем. Ну все, парни, что могу сказать? Вот такая вот Коламбия. Такой автомобиль. Сейчас поедем посмотрим на ходу, как себя ведет. Я еще сниму. Да вообще, Что, всем пока. коробка вообще, это как на автомате, тык-тык-тык пальцами. Ну, итановская коробка мягче, чем Меритер. По факту, итановская коробка мягче по включению. Да, Меритер, парни, Меритер не то вообще. Я на Итан поездил, Итан это вообще, вот это небо и земля. Ну все, парни, вот такой вот автомобиль приобретается. Посмотрим, что будет дальше. Все, друзья, не болеть, самое главное.
что могу сказать? Вот этот автомобиль со средней крышей Freightliner Columbia. Да, действительно, я скажу, что какие у меня ощущения по езде, да, вот смотрите, параметры. Что я заметил? Расскажу. Термостаты не работают. Печка горячим дует еще при 140, при 150. То есть он потихоньку поднимает. Видите, температура, давление. Действительно, едет, кстати, без вибрации, очень приятно едет на самом деле. Как вы знаете, ну, требует внимания, такого глобального тут по ходовым качествам. Ну, не вижу я люфтов там в редукторах, в коробке такого, знаете. Это сразу как бы ощущаю. Мотор тянет, что на голове, тут фиг поймешь, конечно, что там понять. Вот так там 120 завязаны. Что еще по нему рассказать? Очень теплая машина. Безумно в нем сейчас жарко, парни, честно, я не знаю. Хотя печка там просто на обдуве стоит. Просто у него реально, то есть кабина маленькая, вот теплая на самом деле. Так, в принципе, что обычный Фредик трудяга, что могу сказать. Тормозов нет, про одно колесо куда хватает. По-моему, среднее правое. Мне такое ощущение. И все. А вот так, в принципе, это все сделается мелочевка. То есть, в любом случае, мы там все всегда проверяем, все это делаем. Что по нему еще такого интересного можно рассказать? Машина более такая скоростная, вот такой же, как тот синий, который я тогда гнал. Тоже редуктора 358, коробка C-шка стоит. Он более скоростной. До 90 у него сейчас 1500, это у него где-то, покажу, почти 110, да? Да, 1510. Газовать чуть страшновато, может тормоза плохие. Ну все, парни, вот такой вот Freightliner. Вот такой вот обзорчик. Едем дальше. Итак, парни, ну что, едем, все нормально. Пока что все без ЧП, все хорошо. Тормозами, конечно, слежу. Близко не подъезжаю, дистанцию соблюдаю. Ну, сейчас прогретым полностью. Только остановился. Когда что-то сапунит, так, знаете, я бы сказал, что даже сапунит. Такого, знаете, нету прям, что сапуна парит прям невозможно. Даже вот сейчас покажу. Видите, все сухо. Коробка, все сухо. Нормально все, парни. Все, идем дальше. Так, парни, еду на этой Колумбии. Смотрите, вот она гора, которая со средней крышей. Честно говоря, мне так она нравится, как едет, вот честно говорю. Такая тихая. Вот газ даешь, так, не знаю, приятная машина, очень видно утепленная. Сейчас на гору буду заезжать. Смотрите, темно, едем где-то 90 км в час. Поехали. Теперь на гору. Посмотрим, что она сделает. А ну-ка. Так, 190 на горе набирает 110. Нормально. Такая, честно, приятная машина в езде, реально. Вот эти шкафы как-то не тарахтят, тут я не знаю, как-то так она взбитая такая машина. Хоть и ходовка на самом деле здесь такая подушатанная, по тормозам, по амортизаторам, но какая-то она такая вот отличается. Нет вот этого как-то раздолбайства какого-то такого вот в ней. Все, вот такой вот автомобиль, едем дальше. Сейчас я, наверное, свет включу в салоне, покажу вам. Вот эта машина. Видите, крыша какая маленькая. Очень приятно едет, честно, очень, вот реально. Утепляйте, парни, кабины, честно, вообще тема. На самом деле. Все, поехали дальше.